Минус. Ну вот вариант, например. Вот вариант. Ну нафиг ты сдох? Вот что ты делаешь? Курятник. Здравствуй, курятник. Ты вселенское зло, тебе надо того, этого. Приветствую, дамы и господа. Мы продолжаем играть в Modern Warships, и сегодня у нас в гостях адмирал Исаков, или Исаков, как оно правильно, черт его знает. Бывший линкор, пониженный до крейсера. Возникли вопросы у зрителей, попросили, как бы, посмотри, что там, как оно, куда, где, что. Я взял эту штуковину, посмотрел, покатал, и вот теперь готов поделиться, так сказать, впечатлениями. Ну что же, двигаемся по стандартной схеме. ТТХ, бои и подведем итоги. Единственное, что, конечно, нельзя не упомянуть то, что когда он был линкором, он был крайне унылым, печальным, невеселым таким вот линкором. Что же он из себя представляет как крейсер? Как крейсер он представляет из себя прочность в 552 500 единиц, что для крейсера много. Он очень жирный, как крейсер. Скорость 23 узла по документам, на самом деле 21 узел, причем скорость не меняется, даже если вы поворачиваете. Маневренность 10,8. Ворочается он, ну, так себе, скажем, да. То есть, ну, плакать не хочется, рвать себе волосы из разных мест тоже, но, в принципе, могло бы быть и лучше. Радиус обзора 12, заметность воздуха 5,5, заметность поверхности 5,1, заметность глубины 3,97. Светится он хорошо, потому что он огромный, вот он там 5 этажей, или 18, может быть, даже, или 44, я не знаю. Короче, высокий он, поэтому светится далеко, видит его постоянно, в инвиз не поиграете. Разве что на шторме залезете куда-нибудь в квадрат А1, чтобы над вами смеялась и союзная, и вражеская команды, обе дружно. Может, за счет этого и выиграете. Разведданные 2 секунды, штраф при движении 10. Переходим к вооружениям. Первый слот. Залоченные ракеты П-1000 «Вулкан» ПКР. Внезапно у них имеется помехозащищенность, то есть это не отвод. Урон за залп 78 тысяч, перезарядка 7 секунд. Неплохое соотношение. И, кстати, залетают. Не сказать, что всегда и во всех прям гарантированно, но залетают. Неплохие ракетки, как залоченные, да. В принципе, у меня нареканий к ним не возникало. Далее идет свободный слот еще под 2 ракеты. Пушки А280. 78 тысяч урона. При перезарядке 7,7. При этом у нас как бы не наблюдается урон по области, и это как бы вот это плохо. Это странно. Вроде как в бою создавалось впечатление, что вроде как он есть, но по документам как бы и нет. Дальше идет тройной слот под гранатометы. Ставим, чего хотим. Это как бы хорошо. Двойной слот под торпеды. Опять же, не залоченный. Ставим, что хотим. АК-100МА автопушка. Залоченная. Что мы такие имеем? Работаем по воздуху и по поверхности. То есть летаем по навозным мухам. Работаем, пардон, по навозным мухам и по кораблям. Урон за залп 16 тысяч при перезарядке 5,25. Кстати, урон там действительно залетает неплохой. И вот здесь уже имеется урон по области. Аж целых 50 единиц при радиусе взрыва в 66. То есть выбивать всякие мелкие ракетки, там, ВС-3, Детерренс и же с ними, можно. Скорость хорошая, 777 узлов. То есть, в принципе, пушки довольно интересные. Вот эти автопушки работают неплохо. С-400 Триумф, то же самое, что стоит на 21.45, но здесь он один. В 21.45 их 2 штуки стоит. Самый прикол, конечно, в перезарядке 0.84. Да, тут имеется тоже урон по области.
Дальность 3,73, ну, такое, и вот это вот все. То есть ракета спамит. По самолетам, по ракетам, хотя, ну, самолеты, подлетающие на 3 километра, это, наверное, какие-то странные самолеты, или это бобры, которые пытаются что-то вам на голову сбросить, прям на палубу что-то уронить, кирпич, там, утюг, я не знаю, но толковые штурмы, они держатся сейчас в километрах там 7-8, спокойно оттуда отрабатывают по вам, так что это больше будет работать по ракетам. Дальше идет 4+4 свободных слота под ПВО, что как бы намекает на то, что в совокупности-то мы имеем довольно-таки неплохую эту самую систему этого самого ПВО. Расходники. Что у нас по расходникам? Стандарт, набор для ремонта, стандарт, ловушки. Стандарт резерв боеприпасов. А в качестве дополнительного у нас рэб. Опять рэб. Вот, не знаю, какой черт ему рэб. Дали бы ему ускорялку, чтобы он в какой-то момент мог ускориться и куда-нибудь побежать. Или дымы, что было бы еще интереснее. Но вот дали ему рэб. Вот такой у нас набор тактико-технических характеристик. Разобрались с ними. Теперь идем в бой. Смотрим, как эта штуковина в бою работает. А потом, соответственно, делаем выводы. Поехали. Всему экипажу корабля приготовиться к бою. Так, что там у нас? Средний вперед. Ну-ка. Тут я проснулся такой весь из себя и поехал куда-то. Перч, Лукас Зумвальд, Лукас Зумвальд, Лукас Зумвальд, Лукас Зумвальд. Это бутерброд из Лукасов и Зумвальдов. А у нас Воркшип. Вал, Дефендер и 32-й. Вот 32-й со шквалом, пускай всех рвут. Б-2 принять целеуказания с вертолета и спутников. Боевые нормы оставшихся и намерения. Так, где я вообще? Есть право на борт. Где засветы наши вообще? Почему нету? Я протестую. Смотрите, они сейчас как выскочат. О. Кто-то в дымы залез. Боевые нормы оставшихся и намерения. Кто-то залез в дымы. Хорошо. Так они пойдут сюда, они пойдут сюда. Захват цели произведен. Право руля. Так, у них кто-то от второй вообще играет. Но они медленно, наверное, двигаются. И вот один подперся на третью. То есть третью есть смысл законтролить. Вот как-то не сшибить бы его. Вроде крейсером стал, а поворотливость как у линкора осталась. Есть лево руля. Руль лево 15. Обе машины вперед. Докс. Тихо, а куда ты поперся? Ну он сейчас остановится, балбес. И ты на него выйдешь, он тебя грохнет. Ну, что и требовалось. Хотя он что-то какой-то смелый не в меру. Новую систему. Докс. Я себя заряжусь, чувак. Привет. А я предупреждал, то я сейчас заряжусь. Я, конечно, крейсер, но втащить могу. Все еще. О, привет. Керчь прогнал. Лево руля. Есть лево руля. Руль лево 15. Тихо, 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 он сейчас полезет, он полезет. Он хочет, он очень хочет, он хочет. Он прям очень хочет, да вот прям вот у него руки чешутся. Средний вперед. Стоп, обе машины. У него прям руки чешутся вылезти. Ну куда? Ну дымы кончились, все, уйди оттуда. Откатывайся. Дымы кончились, ты сейчас там помрешь. Пробоины в носовом отсеке. Где он там? Не хочет высовываться. А, он в дымы решил залезть. Б-2. Орудие. Докс. Ой-ой-ой-ой-ой, как неудачненько-то. И дымы не спасли ни разу. Я отсюда два. Мы, кстати, уже 2 корабля потеряли. Они всего 1. А у нас сзади кто-то подкрался такой весь из себя подкрадун. Ну-ка. Балбесы. Надо подкрадуна этого просто выносить сейчас к чертям. Б-2. Приготовить к стрельбе главный ракетный комплекс. Готов, Россия.
Не, я опять один остался. Ну, конечно. А, я его забрал с собой. Я его с собой все-таки забрал. Ну, блин, огневая мощь как бы присутствует в некотором роде. Надо сказать. И это на РБУхах. Это на РБУ. Огневая мощь присутствует. Все еще. Хоть он и как бы стал крейсером, но огневая мощь присутствует. Вот пока все, что можно сказать. Ездит все еще плохо, но вот огневая мощь присутствует. Если бы я был на PHL-ах, ой, было бы хуже у них все гораздо. Поехали неспешно. Лево на борт. Есть лево на борт. Где там вертолет наш? Полетели, посмотрим, пока я неспешно куда-то там еду. Я не тороплюсь. Стоп, обе машины. Вперед, ход 15. Так, один налево ушел. Отмечаем, замечаем. Где еще один? Вот еще один. Вот он карта здесь, я понял. Так, здесь у нас арта. Где у нас Зунвальд? И там у нас подлодка. Куда он сейчас стрелял? Возможно, даже по мне. Ну что, мне идти воевать с этим закеканным мухами Зунвальдом, что ли? Ракета уничтожена. Право руля. Так. Вот уже интереснее. Стоп, обе машины. Б-2, ракетный отсек. О, что-то полетело в него. Что там стоит, этот Антонио? Антон, ты что там стоишь? Антошка. Пошли картошку. Попробуем донести до Антошки мысль, что он там зря стоит. Так, что Зумвальд? Зумвальд получает успешно по башке. Это хорошо, меня это радует. О, господи, ну наш Зумвальд еще более классный. Он решил чисто на ХП перестрелять. Может, я помогу как-то ему? Эх, ну зачем ты встал-то? Как я в тебя попадать-то должен, если ты стоишь, чучело рогатая? Привет. Че, как дела? Ты плывешь куда-то или стоишь? Не видно нифига. О, здорово. Нингбовский. Наглая имбовая хрень. Да блин, там еще какая-то наглая имбовая хрень в виде варяга. Ну ладно, он мне не попадет. Отбивать. На, держи. Так, Нингбовский решил меня не трогать пока. Ну ладно. Давайте лучше стрелять по вражеской команде. У меня такое предложение. Наши, конечно, сволочи, но давайте все-таки стрелять по вражеской. Да какого лешего ты полез вперед и сдох? Там же Нингбовский торчит. Он не просто так там живет. Он же явно там что-то делает. Не просто же он туда залез так просто, чтобы просто сопли жевать. Да блин, что тебе всем от меня надо? Варяг, уйди к черту. Пошел вон, ты раздражаешь. Ты есть раздражающий фактор меня. Ты меня раздражаешь. Торпедом отработаем. Как вам такая мысль? Отработали. 2,2. Ух ты как. Нагло. Нагло прилетел вертолет, но... Я ему также нагло ответил по лицу. Ибо нефиг. Пилка. Ой-о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 й. Не, я туда что-то высовываться не хочу. Там что-то как-то все не так, как я рассчитывал. Привет. Что, как дела? 1,9, это явно не в меня. Вот сейчас 2,0, он уже может в меня пальнуть. Это сумасшедший. На, варяг, кушай. Не обляпайся, главное, только. Что, варяг, ты со мной подраться решил, что ли? У меня, правда, хилка не заряжена, но все равно. Ой-ой-ой-ой-ой. Какой злой варяг.
И минус варяг. Раздал. Раздал. Не, огневая мощь, конечно, впечатляет. Впечатляет. Играю на РБУхах, на обычных, но посмотрите, сколько огневой мощи, а? Да, бой мы сольем. Согласен. Вы абсолютно правы. Но, блин, какая же огневая мощь. Как он молотит приятно. Кто у них остался-то? А, Триумфант остался из Сан-Антонио. Я палюсь каким-то кораблем. Каким кораблем я палюсь? Ну-ка, полетели. Где-то тут Триумфант должен болтаться, а я его не вижу. О, привет. Вон они. Ну, один из них вон он, а второй не вижу где. Где второй? Так, кто-то там хочет халдить позишн. Ну, давай халдить. Я еще 6 секунд, и тогда смогу хильнуться. На! Этот не отведешь. Ну, что там у нас? Где-то тут Триумфант должен быть. Надо так встать, чтобы у него было меньше 2 километров. Так, этот прям хочет, он прям хочет в ближний бой выйти и всех победить. А этот не дает. Этот не дает ему выйти в ближний бой и всех победить. Ладно. Подождем. Может, нашего догадается выпустить? Если не догадается, я тогда вертолет подниму. Сейчас он у меня перезарядится. У меня хилки закончились, просто как бы, ну... Как бы вот так. Домой. Немножечко занес. Ты там живой вообще? Вот живой. Ладно. Этот он высирает своих дронов направо-налево. Так, он дроном поехал или он сам хочет поехать? Назад, 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 назад. Мне здесь спалиться совершенно неинтересно. Ракета поражена. Вперед, ход 15. О, он занял позицию очень далеко и будет сейчас пулять. Нет, это плохо. Надо что-то делать с этим. Вопрос, что делать с этим? Я обнаружен кораблем, я обнаружен дроном. Дрон неинтересная штука. Минус. Так, дрон минус. Ну-ка, я собью. Так, минус дрон. Да блин, ну зачем ты, Зунвальд, это сделал? Какой ты, блин, го-го, говорит. Ну какое го-го? Вот какое сейчас го-го может быть уже? Сейчас вот такое го-го устроят, что мало не горюй. Мама не горюй. Мало нам не покажется. А у меня, между прочим, хилок нет. Это надо осознать. Что хилок у меня нет. О, вертолет там что-то стреляет. Он, кстати, живой вертолет. Давай вертолет, гноби его. 1.4, у него ракеты уже работать не будут. Держи. Привет. Назад. Вперед, вперед, вперед. Вперед. Где ты там? Угу. 58 секунд у меня на все про все, да? Ну ладно, попробуем. Рисканем. Так, не очень, не очень. Плохо, плохо, плохо. Торпеды, торпеды. Минус. Хорошо. Зашло. Вертолет, давай! Вертолет, мочи его!
30 секунд сейчас. О, хорошо. Вот сейчас торпеды прям хорошо. И мы забираем бой. Ну, прям бой на гайд. Бой на гайд прям таки. По-моему, нормально. Я считаю, что неплохо. Ну, вот как бы огневая мощь у него все-таки сохранилась. По огневой мощи он хорош, но он тормоз. Не всегда, не везде успевает. Но может и с подлодкой пободаться. Конечно, это не 0.39, это все-таки Le Triomphant, но все же 4 торпедных слота. Да и команда вроде была не самая слабенькая. Ну да, Триумфант, конечно, 27-й. Но, смотрите, тут 50-е, все 50-е. У них даже Нингба была. Сан-Антонио что-то пытался сделать. Если бы Зумвальд, конечно, так не ломанулся вперед, возможно, все было бы поспокойнее. Но Зумвальд тоже боялся подлодки. Подлодка заняла позицию. Все, кстати, правильно сделал. Хоть и 27 уровень, но он все правильно сделал. Занял позицию спокойно, не напряжно, и давай бомбить всех, кого только можно. Вот. Ну, тут уже как бы это вопрос тактики. Там, кто куда поехал, кто что делал. Мы как бы корабль рассматриваем. Корабль молотит. Так, сходу запузыриваем вертолет. И делаем попытку засвета. Монтана, Варяг, Какахидзуки, лидер. А у нас 124-й и 2 Ушаковых есть, и Массачусетс. На чем Массачусетс-то в крейсер не перевели? Он же тоже типа похож. Так, поехали вперед. Давайте все-таки стрелять по вражеской команде. Хотя свою, конечно, тоже хочется пристрелить нередко. Здесь пусто. Так, какие варианты у нас? Ну вот вариант, например. Вот вариант. Второй приехал, тоже вариант. Ну тоже. Нет, нормально зашло. 200 зашло. Вариант. Вот там кто-то ползает. Вариант. Тем более он еще и тормоз. По мне прям аж стрелять начал. На мне плевать. Минус. Да господи боже, думаю, что это такое прилетело? Фигня какая-то. О, гражданин вообще в зону смерти решил залезть. Категорически странное решение. Сюда нельзя залезать. Особенно, когда противников много. Противники живые, и они контролят это все. Теперь надо поджиматься, иначе меня через вот этот выступ закидают ракетами. А я не хочу. О, привет. Ракету не успел мне кинуть. Ну пойди добери ты его, ё-моё, он же шотный. Нет, он не пойдет его добирать, ему поливать вообще. Что происходит? А, вертолет его пытается сгрызть. Не думаю, что получится, но... Одобряю. Одобряю активность. Немножечко накинем. Варяговичу, что он там ползает-то? Ух ты, вот я говорил, он сейчас как начнет дристать оттуда ракетами своими. Да. Предсказуемо. А вот и хрен. Не буду я в это с тобой играть. Не хочу. Ну вот не хочу я в это с тобой играть. Блин, он его так и не добрал. Ай, блин. Да. Типический союзник. Ну да, он в других будет оттуда ракетами кидаться. О, там еще кто-то подкатил. В эту игру можно играть и вдвоем, да? Занять-то он занял. Вроде правильно занял. Но она контрится через вот этот вот выступ. И все. И ты там будешь стоять весь бой просто и кушать сопли.
Плохо. Мало. Докс выполнено. Ну что поделать? Что поделать? Я не могу как бы... не могу как бы... Бомбомет. Докс. Товарищ командир, изделие вышло. Ну, выгляни в окошко, дам горошка. Блин, наш еще убился, что ли, об него? Да, наш об него еще убился. Вместо того, чтобы его добрать, он пошел об него убился. Представляете себе. Артиллерия. Докс. Готовность выполнена. Тебе еще с ракетами занесу. Право на борт. Есть право на борт. Руль право на борту. Вот сейчас интересная идея. 2 вертолета должны его добрать. Подыграл союзнику. И в 2 вертолета мы его забрали. Ребят, пока вы все там дружно смотрите на варяга, у нас тут еще один варяг, как бы. У них этих варягов тут 2, как бы, понимаете, 2. Ну, ладно, хорошо. Смотрите этого. Смотрите, не потеряйте, а то убежит еще что-то. Ребятам этот варяг больше нравится, чем тот. Ну ладно. Обе машины вперед. Докс. Ну ладно. Хорошо. Так, у меня все заряжено. У меня 3 хилки еще есть. Есть право на борт. Руль право на Ловушки заряжены. Вертолет помер почему-то. А? Что, он высовывается, нет? средний вперед. Судя по тому, что хп у него не отнимается, он не особо высовывается. Залповую систему. Докс. Так, я тогда этот фланг посмотрю. Этот здесь как выскочит, как выпрыгнет, наверное. Он же не будет там что-то придумывать. А не, будет придумывать. Он помер. О чем помер? От смеха, что ли? На борту. Ну ладно. Ну и все. А, вот они все-таки поперлись вдвоем на него. Ну, он сам себя закрыл на этой позиции. Он сам. Да, она может отработать, но может и не отработать. И вообще там желательно на более чем-то быстром. Если ты туда вот пришел, вот ты видишь, что противник просто закрылся от тебя островом, и все. Вернись назад. А на варяге куда ты вернешься? Варяг далеко не самый быстрый корабль в игре. Если там встал вот так, застрял, прилип там, ну и все. Вот так ты и будешь там торчать. Как этот человек замечательный, весь бой проторчал. Очень странное поведение Монтаны. Ну и вообще как-то все это странно. Хотя из новичков у них, по сути, вот 33-й, один лидер. И этот лидер умудрился 2 утопить. Да. Остальные что-то какие-то вытворяли странные вещи. Эти 2 варяга какие-то непонятные, ерундой занимались. Ушаков пацифист, видимо. Так, ну мы вообще о чем мы? Мы не о бое, мы об корабле же, об корабле. Ну вот, это вот сыграл я бой на PHL-ах, и, соответственно, вот альфа как бы вырастает в разы. Ударяет он очень больно, если на него PHL поставить. 3 штуки, это больно. Но надо понимать, что торпеды вы будете есть все. Потому что отбивать вам их нечем. У вас нет автопушек, PHL по торпедам не работают, и вы не быстрый, чтобы там быстро нырнул за остров, спрятался от торпед, выскочил, опять отстрелялся. На этом корабле так не сработает, так что торпед вы нажретесь практически гарантированно. Но зато будет альфа. То есть вот тут решение уже принимать самим. Я большую часть боев откатал все-таки на РБУ 2500, и в принципе хватало. Хватало. Больше, конечно, приходится играть через ДПМ, но в принципе хватает. Как-то вот так. Ну а теперь давайте перейдем к выводам. Бои посмотрели, ТТХ послушали. Что же эта штуковина из себя представляет? В принципе, мне корабль понравился. Да, он не быстрый, да, там еще какие-то вопросы к нему возникают. Но у него есть объективные плюсы. Первый объективный плюс, он жирный. 552,5 тысячи хп, он жирный. Для сравнения, та же Керчь, которая вроде как тоже крейсер, имеет 484, если не ошибаюсь, тысячи хп. То есть 70 тысяч разницы практически. Это серьезная заявка, да?
То есть в открытом бою лицом в лицо с кем-нибудь он вполне может вытянуть на соплях ХП, на хилке. А противник, у которого с ХП более большие проблемы, он, соответственно, окажется в порту. Следующий момент — это вариативность вооружений, которая ему дает тройной гранатометный слот. То есть его можно собрать в ракетную конфигурацию, а можно собрать в артиллерийскую конфигурацию. Я в ракетную его даже катать не стал, потому что я использовал именно то, что он жирный, и не очень стеснялся открытого боя. Ракетные конфигурации, они больше подходят тем, кто предпочитает работать через препятствия, там, через спину там, какого-нибудь союзника толстого или просто глупого. А если вы хотите идти прям вот работать, так сказать, первым номером, то вот вам нужно артиллерийскую сборку, вам нужно ХП, живучесть и вот это вот все. ПВО. Следующий плюс — это, в принципе, ну, неплохая система. В сравнении с другими кораблями вообще в рамках игры, когда ПВО является, по сути, декорацией, ну, здесь ПВО что-то прям сбивает. И даже отпугивает некоторые самолеты. То есть оно действительно как бы работает. По крайней мере, создается такая видимость, что оно работает. Это объективный плюс. Неплохие залоченные ракеты. Очень часто залоченные ракеты являются полным хламом. Тот же самый Хогвартс, он пример, да. Залоченные ракеты вообще ни о чем, просто никакие, просто ноль без палочки. Здесь вполне себе интересные ракеты, мне понравились. По минусам — скорость, тормоз. Ну, это, видимо, у него осталось в наследство от его линкорного прошлого. С этим ничего не поделаешь. Второй минус — это отсутствие автопушек, разлоченных автопушек, и поэтому невозможность установить на него AFGS и защитить его от торпед. Поэтому я большую часть боев играл именно на РБУ 2500, но поверьте мне, там даже на РБУ 2500 хватает урона, чтобы пояснить большинству оппонентов, что они не правы. Вот. Но сам по себе минус я тоже должен отметить. То есть от торпед вы не защищены. И ставить на себя там PHL, какие-нибудь ТРГ, конечно, можно. Можно хоть 300-е ТРГ поставить, но с пониманием того, что придется жрать все торпеды. Разумеется, есть ХП, но ХП не бесконечное. А торпедный урон у серьезных подлодок, он как бы заставляет задуматься. Поэтому тут придется как-то балансировать. Ну и, конечно, в минусах у него цена. Его цена 15 тысяч арткоинов. При том, что, например, тот же Грау стоит 11. Ну, как-то вот так. Тут придется уже задуматься, стоит ли вам брать его за такие вот деньги. Но в целом я могу так сказать. Я лично кораблем доволен. Мне он понравился. Я не могу сказать, что он имба, но вот в прямых руках натворить дел он может. Разумеется, курятник, там, арта, вот эти говноклассы, которые вообще нафиг не нужны в этой игре, они, естественно, его размажут по стенке, но они кого угодно размажут по стенке. Будь то Лирен, будь то там Нингба. Если они домотаются, они размажут по стенке кого угодно. Поэтому, ну, я уже даже не очень хочу брать в расчет вот эти классы, как бы. Если их не брать в расчет, если мы имеем, как бы, исходим из боя корабль против корабля, то эта машина достойная. Я скажу так, достойная машина. И, в принципе, своем у меня к нему особых нареканий не возникло. Поставил у него РБУ 2500, какой-то там шанс отбить торпеды есть, и все. А дальше уже первым номером в открытый бой, желательно 1 на 1. А еще лучше, если у вас есть какой-нибудь товарищ, друг, пусть он у вас не в отряде, но он просто где-то рядом с вами, и вы вдвоем выходите, вы танкуете, и вдвоем забираете, по сути, кого угодно. Даже линкора, по сути, можно забрать, если вам кто-то заассистит. Такие вот пироги. Как играть против него? Ну, избегайте открытого боя. Для начала избегайте открытого боя, старайтесь раздамажить его от укрытия, там, ракетные сборки, еще что-нибудь такое, из гранатометов через препятствия. То есть, ну, придумайте что-нибудь. Попросите курятника, в конце концов, чтобы он его там немножечко пожевал.
И потом уже, когда у него ХП просажено, тогда пытайтесь. В открытом бою, если вы играете на каком-то эсминце, ну, если не Нубо, естественно, у вас шансов будет очень мало. Да. Первым номером этот корабль играет неплохо. Опять же, линкорное прошлое, он может пройтись как асфальтовый каток иногда. Вот так. Вот такое вот у меня мнение сложилось об этой лодке. Если у вас он есть, пишите, что думаете сами в комментариях. Конечно, на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Приходите еще. Не забываем подписаться на канале, проставить лайком. Всем всего и до встречи.